Ну чё, доброго утра. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Wudmans-Li last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Так, говоришь, вещи у него. Инвентарь там, его сняли. Mr. Holmes? Так, но они все заодно. То мистер Холмс, мистер Холмс. Вот они. Вещи Нелигана. Угу. Кольцо. От Даусона, моему другу и партнеру, 1883. Архив, но это на Бейкер-стрит, мы, понятно, пока туда не поедем. The notebook that we found on Peter Kerry's cabin floor. These abbreviations mean something, but what? Ясно. Да. Так, а тут больше ничего нет у нас. Банка с мочой. Наверное. Мало ли какие преступники нынче бывают. Карта. Да не, даже лыжи есть. Пошли отсюда, Шерлок. Инспектор Лестрейд. Закрылся. Морг. Ну а вот и каторга. Так, он уже здесь. Потертая кепка. Заплатка. Дорогая ткань. Искусно сделанные пуговицы. Мозоли. Короткие рукава. Шрамы. Тонкая шея. Как четко описал. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know. I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh no, I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Neligan. Вот не колется пес. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Neligan, did Mr. Kerry try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Ну так скажи ты что-нибудь. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Что ты врешь-то? Там же ясно написано, то какой год. Тебя тогда еще в помине не было. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Так что колись. So, Mr. Neligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Ну что ж ты будешь делать? No, Mr. Neligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Neligan.
Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else. Most probably your father. Колись давай. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. И зачем ты... Не знаю. Well, I will see you soon, young man. Иди ты. Так, собственно, подумать можно. Нифига у меня зацепок. Так. Скорость реакции прибит к стене. Провести эксперимент. Нужно установить, мог ли нетренированный и неумелый человек кинуть гарпун так, чтобы убить другого, проткнувший его насквозь. Ну куда ты? I need to stage a reconstruction. I am sure that Watson would be happy to oblige. Так-то, по-моему, еще не все. Так, попытки взлома и записная книжка, он же за ней пришел, правильно? Возвращение записной книжки. Взломщик пытался проникнуть, чтобы забрать записную книжку, оброненную им в лужу натекшей крови жертвы. Это доказывает вину человека, предпринявшего эту попытку. Так. Нет судовника, пропавшая коробка, попытки взлома. Нет, действительно бред. Подожди. Пропавшая коробка. Нет, пока не знаю. Так, о чем мне? Так, Джон Нелиган. Нелигану 19 лет. Вырос в богатой семье, но после разорения отца 10 лет назад столкнулся с нуждой. Зарабатывал деньги на чисткой рыбы. Несмотря на занятия таким тяжелым ручным трудом долгое время, Нелиган выглядит слабым. Так. Джон Нелиган не похож на обычного воришку. Какова роль в этом? Ватсон будет счастлив помочь. Значит, я сомневаюсь, что он будет счастлив, но давай посмотрим. Как он будет счастлив. В предыдущей части я сказал, что он быстро приехал. Так вот, теперь я скажу обратное. Что он долго едет. Так. Ватсон подождет. Я в архиве хочу покопаться. Так. Даусон. Так. 83-й. That is not the one I need. Пардон. Банкротство инвестиционного фонда Даусона и Нелигана. Нелиган бежал. Так, инвестиционный фонд Даусона и Нелигана. Региональный банк Корнуэлла объявил о банкротстве в результате серьезных потерь по кредитному портфелю и готовится к ликвидации. Это был 23-й по величине банк в Англии, а его банкротство второе по масштабам в истории. Закрытие банка стало катастрофой для многих корнуэльских семей. Джошуа Нелиган, один из владельцев, вскоре таинственно исчез. Последний раз его видели на яхте, готовящейся к отправке в Норвегию. Нелиган разыскивается полицией и кредиторами. Here it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Спросим, ну сначала Ватсон. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson.
Why was it on the floor? Peter Kerry attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Я Tell тоже me, не my friend, успеваю. what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Перетроллил беднягу, блин. Так, нужен гарпун. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Правда? Как знаешь. Так. Сперва сюда возьмем гарпун. Ну а потом поедем в лавку к этому мяснику. Мне вот интересно, как Ватсон вообще договариваться с ним будет на этот счет? Типа Шерлок Холмс хочет проткнуть одну тушу гарпуном. Да. Хотя, блин, чё? Шерлок Холмс же. Я думаю, ему и бесплатно можно было бы устроить. Если это, конечно, не является тяжелым трудом. Так, подожди. Я вот что хотел тут давно с этими следами. Ботинки Керри ведь у нас есть. Ну-ка. These boots don't match the footprints. Не эти. Понятно. Как-то я там не успел. К Лестрейду пошел, и меня на ночь выкинуло, поэтому уже тупо не успевал проверить. Так, гарпун. Че, убрали? Убрали. Так, ну, взять. That should do it. Now I am ready for the experiment. Такс. Ну, к этой мадам у меня вопросов вроде бы нет. Ну да, нет. Поехали. Ой, как быстро-то. А на карте был не близкий путь. Ну чё, Ватсон? Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Пока что. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Ты меня бы не учил. Так. Блин. Как... Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. Как его молотит-то? На! Struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Дьявол. Да задолбало. На! Сейчас все будет, Ватсон. Подожди. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled.
Very well, but please hurry. Of course. Требовались усилия. Прибит к стене. Некоторые факты можно интерпретировать двояко. Вы всегда можете изменить картину происшествия, выбрав другой дедуктивный вывод. Нужно быть очень сильным, чтобы проткнуть человека гарпуном насквозь. Для этого понадобится и мастерство. Двое вместе добились бы такого же результата. Либо же... Ведь вряд ли, что ненатренированный и неумелый человек мог бы пригвоздить Питера Керри гарпуном к стене. То есть это просто удача. Но это очень удачная удача, поэтому наверняка был сильный человек. Так. Бред. Ладно, чё пытаться. Так, чё у меня? Ну, в ярд. Надо спросить этого товарища. Лестрейд дома? Locked. Нет. I have heard the story of Dawson and Neligan, the West Country bankers. Yes. Joshua Neligan was my father. Джошуа. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Neligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Neligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Neligan and Peter Kerry were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Kerry and Joshua Neligan's disappearance. Ясно. Проверить судовой журнал. Нужно отправляться к этому товарищу в гости, к нашему покойному. Может, у него что-то есть? Crime and Punishment. Шерлок читает Достоевского. Ну ладно. Украинцы же сделали игру. Почему бы и нет? Так, вот у него тут. Вот. 1883. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. This is the crew... Log notes for July. Nothing special. Log notes for August. These pages have been torn away. Canadian Pacific Railway, CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Это да. Так.
Аббревиатура. Задание для Уиггинса. Уиггинс у нас на Бейкер-стрит. Так, ну ладно. Продолжим расследование. Так, что нам сейчас? Куда? Подожди. Знаю, где видел эти аббревиатуры. Сейчас. Там же это была книжечка у этого, ну, Нелигана или как его там. Сейчас. Вот здесь. Ну, знаю. No, that's not it. No, that's not it. Не то. Ща, подожди, вот. Now we have the proof that Neligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. Интересно. Исчезнувшие акции, пропавшая коробка. Ценные акции хранились в похищенной жестяной коробке. Мотив Нелигана. Джона Нелигана могли застать при попытке украсть акции. Для него это вероятный мотив убийства Питера Керри. Так. Возвращение записной книжки. Взломщик пытался проникнуть, чтобы забрать записную книжку, оброненную им в лужу натекшей крови. Это доказывает вину человека, либо же Нелиган искал отцовские акции в хижине Питера Керри. Это объясняет его присутствие на месте преступления. Вот это, по-моему, больше подходит. Так. Джон Нелиган — жертва обстоятельств. Он не подходит под портрет убийцы ни физически, ни психологически, но это и так видно. Да и все. Так, что у нас есть? Спросить. Здрасте. Tell me, Mr. Neligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. Правда, что ли? I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Kerry. These papers, they belonged to my family, but I could not find them there. Ну, все Well, понятно. I will see you soon, young man. Ну, считай, что ты свободен. Тогда кто его грохнул? Задание для Уиггинса. Хорошо. Уиггинс-шмиггинс. Дворовый мальчишка, тайная полиция Холмса.